Всех приветствую. С недавнего времени появились у меня вот такие вентиляторы. Вот один, вот второй. Ну, не знаю. Мощнее вентиляторов я на сегодняшний день найти не смог. То есть это два самых мощных вентилятора данного типа размера. Вентиляторы компьютерные используются в серверах. То есть они сделаны для того, чтобы охлаждать процессоры и все остальное, что там в серверной находится. Вентиляторы просто дикой мощности. Вот этот выдает 5600 оборотов. И чуть больше 3 ампер он потребляет. Хотя написано здесь 3,9. Ну, все равно это очень много. Если сравнить его с обычным вентилятором кулера, хоть этот, можно заметить небольшую такую разницу. Ну вот здесь используется вентилятор у меня для охлаждения блока питания. То есть видно, какой маленький двигатель здесь. Совсем малыш. И в принципе везде он примерно такой же. Здесь же движок огромный. Этот двигатель, он уже 4,9 ампера и на 12 вольт. Ну, так же, как и все, в принципе. Есть серверные вентиляторы на 24 вольта. По-моему, и на 48 есть вольт. То есть значительно выше напряжение, чтобы уменьшить ток. Потому что даже здесь уже я вот подключаю через мои разъемы. Вот эти проводочки, они тонкие и греются. В принципе, они все время теплые. Решил снять обзор, потому как, в принципе, подходит время к их использованию. Вот. Какой-то из этих двигателей я в очередной самоделке использую скоро. Решил показать, что они из себя представляют, ну и оценить немножко мощность, хотя бы так, на видео. В общем, сначала берем вот этот. Включаю блок питания. Подключается очень просто, плюс-минус. Регулировать обороты я не умею. Тут нужен какой-то регулятор. Здесь вот 4 провода. Один рассчитан на тахометр, показывает обороты. Другим можно этими оборотами управлять. Так. Ну, нужно поудобнее разложиться, так как мощь просто адская. Подключаем. Оп. То есть на видео видно, он даже немножко подлетает. Вот видите, он парит в воздухе. Так, заклинило, елки-палки, но это не беда. Заново стартует. Так, ну так работает вот этот вентилятор, тот, что побольше. Главное, чтобы пальцы сюда не попали. Тряпочка это ладно, как-нибудь переживем. Так, ну еще хочу показать, что в нем внутри. Для этого возьму уже тот, который разбирал. Вот, чтобы показать размеры двигателя. Что двигатель тут, как я уже говорил, очень-очень большой. Вентилятор собран на шарикоподшипниках. Название будет в описании. По названию можно будет найти его в интернете. Я брал на Алиэкспрессе. Отдавал за него около 700 рублей. Ну там цены разные. От 600, допустим, 80 до 1200. Бывает и за 2000 такие вентиляторы. Сможете посмотреть, поискать. Если что прикупить. Если вам оно нужно. То есть его можно использовать. Допустим, в вытяжках. Он очень мощный, очень много прокачивает воздуха. Так, ну а состоит вот здесь пружинка есть с подшипником.
один подшипник. Там еще где-то есть вот с обратной стороны второй подшипничек. Тоже он вытаскивается. Ну и сам двигатель со схемой. Двигатель и схема. Вот здесь 4 мощных, даже вот 5. Не знаю, что это. Диоды или полевые транзисторы. Ну, в общем, в этих схемах я не очень разбираюсь. Ну, вот покажу вам, что внутри. Собирается он в обратном порядке. Вот эту штучку вставить не так-то просто. На самом деле нужна некая сноровка. Вот, чтобы еще не попроткнуть место, где не проткнуть сальник подшипника. Надо умудриться. Так, ну это я уже соберу в более удобных условиях. А сейчас покажу вот эту вещь. Эта вещь меня вообще поразила и поражает всех. Так, ну если что, вот название. Он имеет обороты 13800. Ну, это паспортные, но они недалеки от истины. Потому как здесь двигатель даже больше, чем в этом. Этот он по диаметру больше, но зато по толщине этот больше значительно. Подключаем. Ну, он стартует не так резко, как тот. Вот, концевая мера длины, например, она стоит, металлическая. Он ее, то есть, легко может опрокинуть. Ну, плоскогубцы вряд ли он сдвинет с места. Мало площади. Так что смотрите, сами вещь мощнейшая. Еще здесь есть один интересный и полезный нюанс. Здесь есть с обратной стороны лопатки. Вот они по кругу. То есть что это нам дает? Мы можем 2, 3, 4 вентилятора ставить последовательно. Один на один. Если обычно вот, ну, если этих лопаток нет, не берем дуги крепления двигателя, это не считается. То есть это спрямляющий аппарат. Каждую последующую ступень поток воздуха перенаправляется, они под другим углом, нежели лопатки сами вентилятора. Они перенаправляют поток воздуха и поставляют его на лопатки следующей ступени. То есть они рассчитаны, чтобы их в паре использовать. Давление воздуха при этом сильно повышается. Измерял давление манометром. У него где-то 0,01 атмосфера. Вот у этого вентилятора. Я уже точно не помню. У этого в 5 раз меньше. Если парочку включить, должно быть около 0,02. Ну и так далее. Ну, в общем, такие вентиляторы. Есть уже тюнинг вариант. Правда, вот здесь помялось чуть-чуть. Я пытался усилить воздушный поток, усилить давление. Здесь сделал меньше зазоры, наклеивал алюминиевую фольгу.
А здесь наклеил обтекатель. Ну, обтекатель надо было бы еще с этой стороны сделать. Ну и лопатки затачивал, тут обрабатывал, чтобы более были с задней стороны острые, а с передней скругленные аэродинамической формы. Отец один забрал для охлаждения компа, для экстремального. Ну, допустим, если перегрелось, чтобы быстро охладить внутреннюю часть компьютера. У него мощный комп. Он поставил себе один такой вентилятор. Сделал регулятор к нему. Мощнее я найти не смог. Если вы сможете найти мощнее, именно на 12 вольт вентиляторы, интересуют только на 12. И вот такого небольшого размера, то, пожалуйста, киньте в комментариях ссылку. Буду благодарен. Кому видео было полезно, интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание. Всем пока.